Формирование новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке все отчетливее приобретает многоуровневый характер, где локальные конфликты переплетаются с глобальными интересами и конкуренцией региональных держав. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что международные стабилизационные силы в Газе уже начали функционировать, и в ближайшее время к ним присоединятся новые страны, стало важным сигналом о попытке Вашингтона институционализировать послевоенное управление кризисными зонами под международным мандатом. По словам Трампа, эти силы уже задействованы в инициативе и готовы направить столько военнослужащих, сколько потребуется, что подчеркивает стремление США не просто к временному урегулированию, а к долгосрочному формату контроля и стабилизации. При этом сама идея международных сил в Газе сразу же вскрыла противоречия между ключевыми региональными игроками, прежде всего Израилем и Турцией. Бывший министр иностранных дел и обороны Израиля Авигдор Либерман прямо заявил, что из всех стран мира именно Турция настаивает на военном присутствии, и в Иерусалиме это воспринимается не как нейтральная миротворческая миссия, а как попытка стратегического закрепления. В израильском восприятии приход турецких сил означает появление фактора, который в будущем будет невозможно вытеснить ни из Газы, ни из Сирии, что радикально ограничит свободу действий Израиля и создаст для него долгосрочные военные и политические риски. Особую тревогу вызывает предположение, что Анкара действует не с целью разоружения Хамас, а для его косвенной защиты и покровительства, что в совокупности с возможными поставками Турции истребителей F-35 и ее активным военным присутствием в Сирии может привести к серьезному изменению баланса сил в регионе. Не случайно Турция не была приглашена на встречу в Дохе, посвященную созданию многонациональных сил для Газы, несмотря на то, что приглашение получили 45 стран, включая государства, не входящие в ООН. По сообщениям, решающим фактором стало израильское вето, что демонстрирует степень недоверия между Анкарой и Иерусалимом. Турция, в свою очередь, пыталась оказывать дипломатическое давление на Доху и Вашингтон, апеллируя к тому, что она подписала Шарм-эль-Шейхскую декларацию о прекращении огня между Израилем и Хамас и заявляла о готовности участвовать в многонациональном формате. Однако сам факт того, что Израиль оказался единственной стороной, заблокировавшей участие Турции, подчеркивает: речь идет не о процедурных разногласиях, а о фундаментальном конфликте стратегических интересов. Этот конфликт особенно ярко проявляется в Сирии, которая становится ключевым полем скрытого, но все более жесткого противостояния Израиля и Турции. Достигнутые договоренности между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и специальным представителем США по Сирии о праве Израиля действовать против угроз на сирийской территории фактически закрепляют за Иерусалимом свободу военных действий, независимо от будущих политических конструкций вокруг Сирии. Для Израиля принципиально важно не допустить превращения Сирии в турецкий прокси, а также предотвратить укрепление сил, связанных с Ахмедом аш-Шараа, вблизи своих границ. Дополнительным фактором остается защита друзской общины и недопущение трансформации Сирии в исламское государство, основанное на нормах шариата, что в израильской военной и политической логике рассматривается как экзистенциальная угроза. На этом фоне действия израильских сил в районе Кунейтры, включая продвижение в сельские районы, патрулирование и установку контрольно-пропускных пунктов, выглядят как практическая реализация этой стратегии. Израиль демонстрирует готовность действовать на земле, создавая буферные зоны и проверяя реакцию как местных акторов, так и внешних игроков. Для Турции же подобные шаги являются сигналом, что любые попытки расширить свое влияние в Сирии будут сталкиваться с прямым сопротивлением. Параллельно с этим региональная картина осложняется внутренними и внешними вызовами для Ирана. Тегеран оказался недоволен заявлениями министра иностранных дел Китая, который в совместном заявлении с ОАЭ фактически предложил Ирану вести переговоры по статусу 3 островов в Персидском заливе. Для иранского руководства это воспринимается как тревожный прецедент. Если ставится под сомнение суверенитет Ирана над Малым и Большим Тунбом и Бумусой, то по логике Тегерана аналогичным образом можно ставить под вопрос и претензии Китая на Тайвань.
Таким образом, даже стратегическое партнерство с Пекином не гарантирует Ирану безусловной поддержки по чувствительным территориальным вопросам. Внутри страны Иран также сталкивается с хроническими проблемами безопасности и идентичности. Атаки белуджской группировки «Армия справедливости» в провинции Систан и Белуджистан вновь показали, что иранским властям не удается ни искоренить, ни даже эффективно сдерживать сепаратистскую активность. Причины здесь носят системный характер. Социально-экономическая отсталость региона, недоверие центра к суннитским меньшинствам и доминирование персидского национализма в модели государственного строительства. Провинция остается постоянным источником нестабильности, и в случае внешнего вмешательства или масштабной поддержки вооруженных групп кризис может принять куда более опасные формы. Дополняют эту картину и сигналы из университетской среды, где массовые скандирования «Азербайджан» в Урмийском университете стали напоминанием о нерешенных вопросах идентичности и культурного признания азербайджанского населения Ирана. Формально подобные акции подаются как мирные и культурные, однако в условиях региональной турбулентности они приобретают политическое звучание и усиливают нервозность иранских властей. Этот фон внутренней нестабильности Ирана коррелирует с прямыми обвинениями со стороны Израиля. В израильских экспертных кругах в недавних терактах против евреев все чаще обвиняют Иран, рассматривая их как часть более широкой региональной кампании по дестабилизации. На фоне растущих угроз премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жестким заявлением, обращаясь к международному сообществу. «Я требую, чтобы западные правительства сделали все необходимое для борьбы с антисемитизмом и обеспечили безопасность еврейских общин по всему миру. Они должны прислушаться к нашим предупреждениям. Я требую действий прямо сейчас». Это требование подчеркивает восприятие Израилем региональной напряженности не только как государственного соперничества, но и как экзистенциальной угрозы, требующей глобальной реакции. В итоге Ближний Восток входит в фазу, где линии напряжения пересекаются. Израиль и Турция все ближе подходят к открытому стратегическому соперничеству в Сирии и вокруг Газы. США пытаются выстроить международные механизмы стабилизации, одновременно сохраняя свободу действий для своих союзников, а Иран балансирует между внешним давлением и внутренними вызовами, при этом сталкиваясь с прямыми обвинениями в поддержке террора. Эта комбинация факторов делает региональную ситуацию крайне хрупкой, где любое локальное решение, будь то ввод международных сил, расширение военного присутствия или подавление внутреннего протеста, способно запустить цепную реакцию с последствиями далеко за пределами одной страны. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.